Всех приветствую на канале Леха Мегастроитель. Сегодня в обзоре у нас будет красивый дом большой, общей площадью 1000 квадратных метров, строение дома и хозпомещения. Сегодня мы поговорим о крутых фишках, нюансах, мелочах этого дома, как его построить, за какие деньги и за какой промежуток времени. При начале строительства на что нужно обратить внимание? Но это жизненно необходимо, чтобы дом стоял устойчиво и с ним ничего не происходило. Если это не предусмотреть, потом это вообще нереально сделать. Здесь ничего дешевого абсолютно нет. Тут немецкий кирпич, финская крыша. Ну, это стоит не 100 000 рублей, как многие думают, что взять да там замазать. Реставратору отдали за год, 2 миллиона рублей. Приблизительно где-то так. А заказчик сказал: я не хочу чистить террасную доску. Он просто включает одну кнопку, и снег он через полчаса полностью весь растаял. Не знаю, будем ли мы это переделать, конечно, через какое-то время. Но надеемся, что нет. Построить можно, но можно также, это, извините за выражение, подусрать. Клининг на этот дом обошелся 400 с копейками тысяч рублей. Здесь 4К. Кто знает, что это такое, напишите. То 99% лопнет где-то фундамент, либо сядет. Вот и все. Что самое главное? Открыть бутылочку хорошего вина, посмотреть на озеро, либо зимой там выйти, постоять, подышать свежим воздухом. На сегодняшний день мы, получается, потратили 2 года на строительство этого дома с ландшафтом, с отсыпками, с строением дома, построили хозблок и полностью практически завершены отделочные работы. А в черновом виде ровно год мы его за год мы его построили. Но это при наличии только денег это можно сделать. То есть если денег нету, то нереально это построить. Поэтому, как правило, многие там растягивают на несколько лет по одной причине, что просто денег нет. Ну, то есть такое количество денег, чтобы выдать. А именно, сколько в деньгах, в среднем нужно умножать на 120-150 тысяч квадратный метр. Это черновая отделка таких домов. А для того, чтобы полностью реализовать, в районе 300-350 тысяч за квадратный метр, это если взять все заборы, все тулы, газоны, в общем-то, все, что с этим связано, и внутренние отделки. И, как правило, дома от 500 квадратных метров и выше, у них, как правило, наценка на все работы, на все идет порядка 30%. Из-за высоты, из-за сложности, из-за объемов, в общем-то, качество отделки, требований заказчиков, то есть увеличивается. Поэтому и стоимость, соответственно, она вырастает на порядок. Есть мнение многих людей о том, что дом должен отстояться какое-то время для того, чтобы внутренние отделки начать, чтобы он до конца там высох. В общем-то, разное мнение есть, так скажем. Данный дом построен на фундаментной плите 450 миллиметров с армировкой 12 арматуры, с усилениями. Это один большой диск под всем домом. Материалы, именно несущие стены, это керамический блок. Здесь 44-й, армопояса, плиты перекрытия, все железобетонное. Все завязано в одну единую конструкцию, никаких отдельных перемычек. Тем самым у нас уменьшается, но максимально, усадка этого дома, что позволяет сделать внутреннюю отделку. При начале строительства на что нужно обратить внимание? Это непосредственно на все системы дренажей, которые отходят от дома, потому что многие строят дома, по сути, не предусмотрели там слив с водосточной системы. То есть это нужно заранее просматривать все варианты, куда это будет стекать, где эти будут емкости стоять. Потому что изначально все проектировщики, они делают просто-навсего проекты свои и не учитывают это. Но на это при больших вообще таких домах, при строительстве, на это обязательно нужно обратить внимание, то есть куда будут уходить. Вот у нас в данном случае стоят все водосточные системы, лотки скрытые стоят, и те ребята вот стоят сейчас на данный момент, там под ними 4-метровые колодцы стоят вместе с люками просто под газоном. 20 кубов пусто. Да, да. Вот, ну и еще там, они все скрыты, просто их не видно. Дренажная система, которая на этом доме присутствует, что канализация с этого дома, что дренажная система с кровли, стоимость одинаковая. Там, я могу навскидку сейчас сказать, что канализация на этот дом, опять здесь на минуточку, дом как бы со строениями отдельно стоящими 1000 квадратных метров, в районе 500-600 тысяч рублей стоит эта канализация. И тех же самых денег стоят дренажи. Но это жизненно необходимо для плиты, для фундамента, чтобы не было подмокания, размывания фундамента. В общем-то, чтобы дом стоял устойчиво и с ним ничего не происходило.
ее особенность этой клумбы такова, то есть она же находится у нас, получается, рядом с домом, соответственно, она же должна поливаться, как-то функционировать и так далее. Все это из бетона. Отделана штукатуркой с пеноплексом, в общем-то. Внутри сделано специальное отверстие и вставлены трубы тут по 1,80 м в глубину они уходят. Для чего это нужно? Когда, не знаю, косой дождь пошел, снег, в общем-то, все это замело, растаяло, то есть так получается, если вода не будет уходить, она будет здесь все это киснуть, в общем-то, растения погибнут. Сделаны дренажи на 1,80 м. Почему? Рядом, соответственно, дом, то есть нельзя, чтобы просто-навсего подмокал фундамент, то есть в случае ухода воды в дренажи, чтобы он не подмокал. Здесь есть грунт, чернозем, значит, геотекстиль и керамзит. Керамзит что не дает? То есть при расширении, когда у нас морозы сильные, чтобы стенки бетонные не выдавил. То есть он играет на расширение, и плюс ко всему бетонная часть, у растений имеются корни, чтобы эти корни не прикасались фактически бетона, а они идут в керамзите и не перемерзают в зимний период времени, чтобы эти все растения жили красиво и хорошо. Вся штукатурка, которая наносится, она наносится только через пеноплекс. Ее нельзя нанести на бетон. Нет, ну многие могут сделать это, но срок службы непосредственно декоративных вот этих всех вещей, они дольше служат на пеноплексе. Плюс тут делается дополнительная гидроизоляция. Все это у нас здесь на открытом небе, чтобы это не разрушалось, не трескалось, не лопалось, не давало никакие усадки. И у нас есть клеи, да, есть штукатурки, есть бетон. У них разное расширение, и, соответственно, чтобы компенсировать, вот компенсирует в данном случае именно сам пеноплекс. Несколько здесь фишек есть. То есть у нас нету планок примыкания стандартных от террасной доски. Требование было заказчика, нами это было сделано здесь впервые. В общем-то, в остальных случаях мы пользовались планками декоративными именно от террасной доски. А здесь нету кирпичу, то есть мы запиливали кирпич для того, чтобы у нас вся террасная доска заходила под кирпич. Кирпич выпиливался, выштрабливался, после чего там была нанесена гидроизоляция обязательно, потому что здесь есть замокание кирпича, и чтобы он не нарушился, так скажем, не развалился, сделали хорошую гидроизоляцию. Плюс ко всему еще может вода каким-то, может быть, образом попасть в дом, но мы дополнительно ее защитили именно гидроизоляцией обмазочной. Все планки примыкания, которые идут у нас к окнам, это алюминиевые планки, покрытые порошком. Все они аккуратненько замонтированы непосредственно в террасную доску. Вот такие вот кругляшки, которые мы уже здесь делали сами. И вообще, в принципе, не знаю, в Воронеже кто-то делал так или нет. Суть в том, что здесь под террасной доской такие же лотки, как стоят и снаружи, где они видимые. Но здесь у нас терраса, под нее уходит, но должна быть ревизия. То есть, чтобы добраться до ревизии, так скажем, надо, чтобы рука пролезла. И у нас фактически вот этот каждый элемент, он убирается, труба откручивается, снимается, и в последующем можно там прочистить любую ревизию без каких-либо проблем. То есть без вот этих накладок сделать, ну, не получилось бы. Здесь вот у нас данный объект, здесь, ну, вокруг очень мало деревьев, но если вот посмотреть, да, допустим, там вот хвои много, забивается в желоб. Когда дождь идет обильный, сильный, то есть это все вместе с трубой улетает вниз. То есть у нас же это может все забиться в определенный момент. Это все, короче, нужно просто предусмотреть заранее. То есть если это не предусмотреть, потом это вообще нереально сделать. Это не делают дизайнеры, это не делают архитекторы. Это задача вообще строителей каждого на объекте. И тут зависит, кого ты там выбираешь себе для строительства дома. Будет он предусматривать эти все моменты или нет, просто на все. Потому что кому-то все равно, говорят, нету в проекте. Мы стараемся сделать хорошо, но дорого. То есть эти трубы у нас, они с начала строительства. Все мы здесь замонтировали. То есть когда у нас завершится полностью весь объект, все эти трубы снимаются и меняются на новые. Потому что до высоты до 3 метров человеческий глаз вот эти все потертости, грязь, все это все, ну, будет видеть.
Мы это все обновим для того, чтобы было здесь все очень четко. Все окна, все четверти, которые у нас есть. То есть зачастую здесь неаккуратно сделано примыкание вообще вот этих всех окон. Как примыкание сделать красивое, аккуратное окна? Потому что каменщики выполнили свою работу, и, соответственно, они просто на все уходят. Когда кирпич ручной формовки, у него рельеф, он весь, ну, такой кривенький, косенький. Но это такая задумка. Но когда становится окно, и оно имеет четкую плоскость, то, соответственно, вся вот эта неровность, которая у нас идет между кладкой и окном, она, ну, не очень хорошо, не презентабельно, в общем-то, выглядит. Поэтому несколько способов, как это сделать. То есть на данном случае у нас работает девушка-реставратор, которая занимается именно зачеканкой таких всех мелочей, подгонка всех швов. Это не делает каменщик, это делает непосредственно, ну, в нашем случае реставратор. То есть, когда помонтировали окна, она этот шов полностью забила до сантиметра глубиной. Шов не выпадет, потому что на многих форумах, каналах я смотрел, читал, говорят, что они выпадают. У нас сезон прошел, ничего не выпало. Есть где-то микротрещины между алюминиевым профилем и самой затиркой. Но это нормально, потому что алюминиевый профиль, он при нагреве расширяется, нагревается, при морозе он становится меньше, тем самым отходит от растворного шва. Но он никуда не выпадает, ничего не вываливается, в общем-то, все красиво. Многие оставляют уплотненную ленту, но знаете, что она через пару лет, она станет просто на всю желтой. То есть, если вы оставили черную, под черный там шов кирпича ленту, и она изначально смотрится хорошо, то через 2 года она будет кипельно-желтым цветом отдавать, и, в общем-то, это все беспонтовая такая штука. Многие архитекторы вообще говорят о том, что если разные фундаменты, то есть мы когда кладку делаем, мы разрываем обязательно, есть деформационный шов, мы его сейчас покажем. А когда у нас есть кровля, мы можем завязать это все в одно, потому что по кровле усадку там даже в сантиметр разную, ее абсолютно не видно, и никто ее никогда в жизни не увидит. Но многие архитекторы говорят о том, что если делается кровля, то на одном фундаменте, исходя из этого, есть фундаменты мега дорогие. Мы всегда за оптимизацию. Даже на данном доме нам заказчик говорил, давайте больше сделаем фундамент выше, еще что-то. Мы отговорили, потому что есть слово оптимизация, не дешевле. Здесь ничего дешевого абсолютно нету. Тут немецкий кирпич, финская крыша и многое другое. То есть российского здесь очень мало, там пару брусчаточек каких-то и газончик, который выращивается у нас. Остальное все это импортное. Все толщины, высоты, как оптимизируют потолки. Вот здесь вот есть конструкция такая. Здесь вот получается дом до этой колонны. Он на одном фундаменте. Вот эта пристройка уже с колоннами. Это уже другой фундамент. Он отдельно от дома. В чем фишка? Фишка-то в том, что у нас есть кровля и есть подшивная, которая из штукатурки. И она одним целым зашита. И как вот сделать так, чтобы ее не разорвало? Здесь это консольно вывешивалось, после чего был прикреплен брус. На брус обрешетка, USB, пенопласт, и после чего уже у нас это все заштукатурилось. Почему именно такая послойность и столько материалов? Потому что разница материалов, ну, разное направление, во-первых, материалов идет. То есть одного бруска, второго. USB — это ориентированная стружечная плита, она склеена в разном направлении, практически не имеет какой-либо деформации при изменении температуры и влажности. И еще компенсирует все это пенопласт. И, соответственно, если есть какая-то усадка, у нас на этой конструкции позволяет максимально избежать, ну, каких-то трещин. Но у нас они отсутствуют вообще. В принципе, у нас их нету. Ни микротрещин, ничего такого нету. Есть такое понятие контролируемая трещина. То есть как раз вот про что я вам говорил. Есть дом у нас с этой колонны на одном фундаменте и пристройка на другом. И вот здесь вот как раз вот и видно эту микротрещину. То есть мы ее, так скажем, запланировали, мы знали, что она здесь будет, что нам непосредственно здесь нельзя перевязывать кирпич, мы его специально разделили, не перевязывали никаким образом. Плюс еще у нас на цокольной части здесь есть камень, на котором мы тоже сделали непосредственно
компенсационный зазор. Да, но от крыши у нас одинаково, то есть кровля у нас, получается, идет и подшивная. То есть если бы мы сделали здесь какую-то полоску, ну, это было бы некрасиво. То есть архитектор и заказчик поставил задачу, чтобы это было одним единым как бы целым. И нам пришлось вот эту систему здесь подпридумывать. И я сейчас скажу, мы сами здесь ее первый раз делали, пересмотрели всякие ютубы, не ютубы. В общем-то, этого практически не было. И на свой страх и риск как бы мы это все сделали, полагаясь, так скажем, на свой опыт, который в стройке мы имеем. То есть мы максимально дали послойность на расширение, на сужение, на прогиб и так далее. И, соответственно, все это зашили в одно. И у нас ничего нету за 2 года. Вот эта штукатурка, она стоит уже 2-й год. А если бы была бы усадка, если здесь у нас отошла стенка уже, да, и она прям заметно, так скажем, отошла, то на подшивной бы это точно было бы видно. Вот есть диск у нас один, фундаментной плиты, есть второй. И он просто состыкован 1 к 1. Вот и все. То есть, почему мы здесь сделали таким образом? Ну, если заметить, здесь, во-первых, перепад есть по высотам. То есть, здесь плита ниже, здесь она выше. И, соответственно, за счет этого у нас даже они на разном уровне. Но это относительно рельефа здесь так было сделано. Здесь отсыпалось в общей сложности 300 машин мы засыпали. И где вы стоите, здесь 1,80 м грунта насыпного. То есть вы стоите уже на насыпном грунте, который был почти на 2 метра, здесь поднят непосредственно под этот дом. Потому что есть здесь озеро, и достаточно большой был здесь рельеф и уклон. А забор, он там, если мы выйдем, там 2 с лишним метра будет перепад. Вот как раз получается у нас идет стык, дифференционный шов между одной кладкой и другой. И управляемая, так назовем ее, управляемый дифференционный шов, который искусственно здесь он был. Ну, мы знали, что он здесь будет, и мы его здесь и сделали. Да, немножко я про цокольную часть расскажу и вообще про дагестанский камень. Многие его любят, многие не любят, но я, в общем-то, расскажу на своем опыте, с чем мы столкнулись. В общем-то, и вам немножко рассказать бы хотел об этом. В общем-то, имеются плиты у дагестанского камня определенного размера. И есть непосредственно стыки этих плит. В нашем случае ребята помонтировали, не оставив зазора. То есть они плиты смонтировали вплотную, после чего затирали эбоксидкой, эбоксидной затиркой. Все это зашлифовали и покрыли гидрофобизатором. С чем мы столкнулись? То есть у нас есть полка у цокольной части, и здесь лежал зимой снег, и вот эти стыки, где помонтировали плиты, в некоторых местах после одной зимы мы нашли небольшие полости, которые нужно теперь заделать. Но пришли к такому мнению, что нужно это все расшить реноватором, то есть сделать 2 миллиметра, 2-3 миллиметра шов, как на керамогранитной плитке, и после чего затереть также эбоксидной затиркой. Для того, чтобы она зашла там на 2, 3, 5 миллиметров в глубину, и она оттуда не выпадала. И после чего еще раз мы все это зашлифуем и покроем гидрофобизатором, уже, как говорится, за свои денежки, а не за денежки заказчика. Таким образом мы получаем какой-то опыт, в общем-то, в том числе. Дальше одна из таких фишек. Заказчик попросил зачеканить нам нижнюю вот эту часть. По-хорошему ее всегда оставлять. Для того, чтобы в осенний период времени, когда у нас плитка, так скажем, по дне основания максимально находится во влажной среде из-за дождей, и в последующем могут быть морозы, и плитка это может приподниматься и там на миллиметры, на микроны, я не знаю, но суть в том, что она играет всегда, то есть она расширяется, сужается. И если вплотную подогнать все швы, при поднятии плитки вся цокольная часть, она скалывается, там при малейшем, при 1 миллиметре подъеме, она надавливается и идут трещины. Это во всех фасадах, не только в дагестанском камне, но во многих и других. И мы здесь что сделали? То есть вот этот нижний шов, это силикон. Силикон долгое время не могли подобрать по цвету, чтобы он не выгорал, не выцветал, в общем-то, не был прозрачным и так далее. И по сути у нас реставратор что взяла? Она взяла плоскость металлическую, взяла силикон, добавила песок, который у нас здесь же засыпался. Все это перемешивала и полностью весь низ она зачеканила. И это получается силикон с песком. То есть он мягенький. И когда все швы окончательно после мытья плитки перед сдачей заказчику, перед въездом, так скажем, его в новое жилище,
она помоется, дозабьются все швы, и будет все в один тон, как и шов, где дагестанский камень, и эти швы, они такие же будут по цвету. То есть у нас кирпич, опять же, здесь подрезался, как на террасной доске, то, что мы снимали. Камень заходил под кирпич, и потом здесь также скотчик, все проклеивалось. И вот этот шов, он весь забивался, зачеканился реставратором. Это на самом деле адский труд. И в общей сложности вот эти все погонажи, то, что сделано внизу, вот эти все зачеканки, вот если на этот дом сложить, реставратору отдали за год, 2 миллиона рублей. Приблизительно где-то так. Это стоит не 100 тысяч рублей, как многие думают, что взять, да там замазать. То есть мазать много, долго и посложнее, чем даже кирпич, в общем-то, сложить на стену. Все думают, что дом построить дешево. То есть я не знаю, с чем это связано. И многие заказчики, они приходят, говорят, да нам сказали там 80 тысяч рублей. Да такого быть просто на все не может. Если квартира стоит сейчас 180 у нас там в центре Воронежа, то как она может стоить 80? Может 120, 150 стоит там чистовая какая-то там отделка или вообще черновая. Да, и вот зачастую этого просто нету. То есть здесь все это некрасиво. То есть, если отойти 10 метров, будет все красиво. Но если наглядно смотреть непосредственно прямо к этому уголку подходить, то у всех будет хуже в 10 раз. Вот и все. То есть, в любой момент, даже вот здесь, то, что здесь, когда площадки подравнивалось, это уже все дозабивалось. То есть, когда все эти фасадики домоются, потому что они здесь все равно пилилось что-то, да, плитку делали. И вот эта вся пыль, она осела на кирпиче. Потом, когда все это отмоется, кирпичик по-другому заиграет. Даже швы вот эти все где-то чернее, где-то светлее. После мытья фасада он, так скажем, застабилизируется максимально в одном цвете, этот шов, и будет все очень круто и классно. То есть у нас здесь остекление отсутствует полностью. Здесь у нас плитка лежит 60 на 60. И есть здесь террасная доска, которая вот мы поднимаемся, и полностью здесь террасная доска. И, соответственно, у нас идет от дома плита. То есть у нас дом заканчивается, и все равно плита продолжается под вот эти две колонны. Она утеплена как снизу, так и сверху полностью, потому что, чтобы не было у нее промерзания, это же уже улица, это раз. И заказчик сказал: я не хочу чистить террасную доску от слова совсем, так же, как и мангальную зону. Соответственно, под террасной доской у нас раскатаны трубы, по которым подается горячая вода, так ее назовем. То есть она раскатана здесь змейкой. И, соответственно, если сюда даже снег нападал, ему не нужно лопатой отсюда ничего чистить. Он просто включает одну кнопку, и снег, он через полчаса он полностью весь растаял. Все это разбито на несколько контуров. Это один контур, это второй. Плитка уже непосредственно сделана под электрический теплый пол. То есть она тем же самым, кнопка включается. Здесь быстрее нагрев происходит, буквально 5 минут. Снег будет полностью, он полностью растает. И плитка сделана с разуклонкой с небольшой, для того, чтобы вода вся эта стекала. И то же самое у нас под террасной доской. У нас есть разуклонка, то есть есть гидроизоляция, разуклонка, с которой вода попадает на плитку вот сюда. И уже после чего по плитке уходит за территорию дома. Плитка, кстати, так же, как и везде. То есть у нас... Здесь прием этот везде сделан. То есть это делают так в отделке, в чистовой, то есть внутри дома. Но снаружи никто на это не обращает внимания. Говорят, типа черновая работа, типа снаружи. И это сильно дорого, потому что погонаж снаружи, он в несколько раз, в 3-4 раза больше, нежели чем внутренние отделки. И у нас сделано таким же образом, все снаружи. То есть у нас даже здесь плитка вся, она опять заходит под кирпич. Но даже вот если прям приблизить, вот кадр взять, вы даже миллиметр там зазор не увидите. То есть настолько все здесь подогнано. То есть это вот это все стоит просто денег. Все стоит денег и время. Но здесь работало в среднем у нас там по 80 человек в день. 80, приблизительно где-то по 80. Да с ландшафтниками, наверное, там до 100 человек доходило. Нужно рассчитывать на это и рассчитывать на расходы. Даже если просто прикинуть, что каждый получает 5000 рублей, в среднем, какой-то мастер. Умножайте на 100. 500 тысяч рублей в день вам нужно просто на эту стройку, вот и все. Скажи, ты сказал, погонаж снаружи стоит в 3-4 раза дороже, чем внутри. С чем это связано? Связано это с тем, что погонажа снаружи больше, чем внутри по отделке. Потому что всех этих примыканий снаружи больше, чем во внутренней отделке. Вот и все. То есть и каждый кирпич, то есть если там плиточка зарезается, то здесь разные материалы. Кирпич,
плитка, там дагестанский камень, кирпич, здесь террасная доска, кирпич и разные материалы. И в некоторых местах, вот как мы снимали до этого по террасной доске, мы делали гидроизоляцию непосредственно, потому что, ну, тоже был такой сложный угол, вообще непонятно было, как его делать. Но мы как-то сделали, мы, короче, берем все. Не знаю, будем ли мы это переделать, конечно, через какое-то время, но надеемся, что нет. Террасная доска, она накрыта для того, чтобы здесь можно было частично складывать какие-то материалы на сегодняшний день. И люди, которые выходят, чтобы они просто ее здесь не испортили. Поэтому вот она сейчас в таком виде. Но опять это нужно там накрыть сегодня, там, да, пошел какой-то дождь, замочило. Нужно поменять это все. Это все затраты. И многие говорят, да, там, короче, мне это не нужно. А потом начинают строителям предъявлять то, что у них грязно, что-то еще, что-то. То есть само это делаться не будет. За это нужно платить. Кто-то это понимает, кто-то это не понимает. Но те, кто не понимают, у нас, слава богу, таких заказчиков нету. Или они нам как-то мимо нас стороной обходят, то ли мы их. Мы еще определенно выбираем заказчика, что ему нужно. То есть, если по требованию заказчика он говорит, да мне как бы лишь бы там построить дом, мы говорим, слушай, да иди обратись в другую организацию. А если он приходит, говорит, слушай, у меня хороший проект, у меня есть сложные моменты, и не знаю вообще, как их сделать, но есть тебе что показать. Мы свою работу показываем, говорим, слушай, вот эти 3 элемента, которые у тебя есть в доме, мы уже делали. И мы просто на домах их показываем, говорим, вот так они реализованы, вот так они живут своей жизнью. Сейчас уже ведутся отделочные работы, поэтому, возможно, будет шумновато здесь. И для того, чтобы мы всю грязь, которая у нас на улице, мы не перетащили, конкретно связано с песком, мы одеваем бахилы и проходим. Но когда уберутся здесь картон отсюда, все это уберется. Соответственно, мы здесь просто тапочки, либо сменную обувь. Вот как все наши ребята в сменной обуви уже ходят, здесь переобуваются и заходят. Потому что тут у нас все, даже закуплено учетом всех тапок. Да. Но это и есть, короче, уровень, понятно, сервис таких домов. Когда заказчики все это видят и понимают, как мы относимся, собственно, к стройке, потому что построить можно, но можно также, это, извини за выражение, подусрать. Вот даже, видишь, смотри, как, видишь, как, чтобы никто не заходил, все четенько, короче говоря, мы делаем ленты, чтобы, ну, все подряд здесь не шастали. Вот здесь сейчас кладется паркетная доска, или как правильно сказать, не паркетная, а инженерная доска, да? Через фанерку. Так, ну пойдемте. Попали мы на... Куда мы попали, Жень? Нет. В рай. Балкон. Попали мы на балкон с мастер-спальни. Что вообще я хотел здесь показать, рассказать. В общем-то, есть у нас вот этот трап, про который абсолютно все забывают. То есть ставят балконы, включая всех архитекторов, не предусматривают. То есть если вы большие такие балконы имеете, обязательно нужен трап. И обязательно нужен подогрев именно этой плитки. То есть у нас здесь тоже нагревающий элемент под плиткой. Если снег сюда попал, то есть дождь маловероятно уже на 2-м этаже, он как-то может за счет свесов больших, он маловероятно. А когда метель, снежная пыль, здесь может, полметра навалить вообще легко. И когда это все растает, это все уйдет в кирпич, по стенам вовнутрь уйдет. И тем самым будет кладка рушиться, и будут стены просто-навсего от этого мокрые. Поэтому здесь вот мы сделали трап, он тоже с подогревом. И вот такая фишка, что в этой колонне внутри изначально в проекте этого не было. Мы, так скажем, даже без согласования заказчика, мы заложили здесь канализационную трубу внутри колонны, и, соответственно, вся, которая вода у нас здесь может образоваться, она полностью уходит по колонне вниз. Ревизию никакую мы здесь не поставили, но можно сейчас заметить то, что чуть отличаются швы, потому что мы закладывали эту часть, но по большей степени мы оставили еще кирпич дополнительный, и тут стоит сухой трап, значит, в колонне, для того, чтобы всякие разные запахи, какие могут у нас образоваться в сливных ямах, они могут, соответственно, подниматься, и здесь может, так скажем, подванивать. Чтобы этого не было, здесь стоит сухой трап. То есть, когда вода набирается, водный затвор, и она проходит. Когда вода испаряется, трап этот закрывается, и, соответственно, ничего здесь не подванивает. Это нужно предусмотреть. Решение это стоит, ну, а-ля там 100 000 рублей. То есть, ну, для таких домов, собственно, это недорого. Поэтому
нужно обязательно все это делать. И вообще, ну, без этого дом не будет жить, то есть в нем будет некомфортно. То есть в таких вот домах будет постоянно убирать, там, стирать, мыть, заниматься вот сбором какой-то воды, еще что-то. То есть нужно максимально минимизировать все людские, такие человеческие, да, энергозатраты, да, чтобы вы радовались в доме, жили. Тут можно столик поставить, соответственно, открыть бутылочку хорошего вина, посмотреть на озеро, либо зимой там выйти, постоять, подышать свежим воздухом. Когда такие дома строятся, многие говорят, то, что помпу для того, чтобы это все откачивалось куда-то, сливалось и так далее. То есть у нас все дренажи, они сделаны ближайшие, значит, санузлы, тоже с сухими трапами, все это уходит, сливается. А сами кондиционеры, ну, блоки кондиционеров, они находятся, есть у нас фасада еще балкончик, и за ним стоят блоки кондиционеров. То есть везде кондиционеры над дверьми, а сами блоки, получается, на фасадном балкончике. Да, но их не видно, балкон имеет высоту, соответственно, кондиционеры спрятаны за ним, с фасада абсолютно их не видно, то есть везде кондиционеры эти. Сухие трапы нужны для того, чтобы по большому счету влага не застаивалась, да, и кондиционирование. Сухие трапы, что они дают? То есть если мы сделаем просто Ты сказал, в трубку, туалете там да, тоже мы есть. можем просто свести в канализацию, засунуть трубку. Но дело в том, что у нас канализация бродит, есть запахи. И если не будет этого затвора, то все запахи, они будут уходить в кондиционер. И постоянно вонь будет от кондиционера, та, которая в канализационной трубе. И сухой трап, он блокирует, так скажем, эти все запахи. Вот и все. То есть водичка, ну, пошла с кондиционера, когда мы включили, конденсат капает. Потом, соответственно, водичка уходит, она испаряется так или иначе зимой. И сухой трап, он просто на все, вот, ну, так скажем, вот труба, и он ее просто, водичка застывает, и он просто закрывает резиновым полотнением, трубу эту прикрывает, и запахи полностью уходят. Это сухой трап как раз вот здесь. Он со второго этажа, есть на втором этаже кондиционер, и для того, чтобы с самотеком вода спускалась, здесь подходит, получается, сухому трапу. И вот здесь вот она, получается, трубка от кондиционера, и непосредственно сначала сухой трап, а потом в канализацию. И рядом сейчас вот у нас есть труба, от которой будет выход именно на кухню. Все это потом заделается, просто сейчас точного расположения здесь не знаю. Ну, когда мы поймем, мы это все заделаем, его видно не будет. То есть он вот просто пластиковый, не спускается, а там клапан, который закрывает. Да, вот как приблизительно выглядит подогрев. Про террасы, про которые мы говорили, здесь вот есть подоконник, который тоже будет подогреваться в последующем. Можно обратить внимание, как монтируется непосредственно провод с подогревом, который, ну, подогревает. Здесь вот в данном случае подоконник, а также он все вот плитки, все террасы, такой же провод подогревает. То есть он также разматывается, как и теплый пол трубы, по аналогии. Просто сам кабель нагревается. И тем самым подоконник здесь будет теплый. Когда будет здесь столешница, она же будет уходить вот отсюда и приходить. И, соответственно, для того, чтобы окно здесь не потело, потому что здесь кухня, здесь будет раковина около окна и большое количество, так скажем, пара, не знаю, от кастрюли, от всего. И здесь будет запотевание непосредственно этих окон. Тут две вот вытяжки такие предусмотрели, нестандартные. То есть у нас есть, которая над плитой одна. И чтобы дальше у нас не выходило никуда, вот дальше вот этого контура, запахи никакие. Здесь еще сделали вентиляцию, ну, не промышленную, так скажем, но в несколько раз мощнее, чем просто из-под плиты. То есть все, что здесь будет жариться, париться, вариться, дальше вот, так скажем, вот эта пилястра никуда не уйдет. Вот сейчас мы окошки, кстати, раскрыли, чуть-чуть их подпомыли. То есть у нас был ролик, когда мы показывали, как мы силикон наносили и потом снимали. С пленкой вообще добиться и потом вымыть невозможно. То есть тут всегда будут белые полоски, там еще что-то такого плана.
То есть мы сейчас сняли силикон, окна как будто вчера были установлены. То есть мы не берем, где-то они там недомыты, потому что если бы сейчас клининг был слишком близко, здесь не покрашен, ничего, они бы штукатурку бы, они ее просто на все подвымыли. Поэтому, когда вот она еще осталась, там немножечко вот силикон этот остался. Здесь вот уплотнение всех резинок, все эти, так скажем, микро полосочки, они только силиконом. Там, кстати, один кто-то мне написал, что проще новые окна купить. Ну, просто человек не обладает информацией определенно, сколько это стоит. А если разобраться в целом глобально, то это стоит недорого. Дороже вымыть. Клининг на этот дом обошелся в черновой. Там 400 с копейками 1000 рублей. И еще здесь мыть, ну, как минимум 3 раза, то есть по 400. Это немножко хотел бы про котельную рассказать. По правой стороне у нас все электроприборы, которые здесь есть, автоматы. Все, что связано с электрикой, камеры, усилители всевозможные, трансформаторы. Здесь сделано полностью все у нас из меди. Присутствует 2 котла у нас конденсационных. 2 этих котла у нас отапливают полностью дом. 2 бойлера, которые здесь будут установлены. 1 на бассейн, который у нас будет в зоне спа. И 1 на общее питание на дом. Относительно такого большого дома котельная небольшая. То есть по-хорошему бы их делать в разы побольше. Потому что здесь будет мега все напичканное. Здесь будет жарко, в общем-то, получается, в зимний период времени. Исходя из того, что здесь медь, большая отдача тепла, коллекторные группы. Сюда приходят все трассы теплого пола. В общем-то, плюс сами котлы, и, соответственно, здесь будет очень жарко. Что мы здесь предусмотрели? Обычно вытяжку делают все у нас, где котлы сверху. Мы ее перенесли, сместили и поставили бризер. Для чего? Опять же, мы предусмотрели, никто нам не по отоплению, ну, в общем-то, никто не проектировщик, никто нам не говорил о том, что котлы могут выходить из строя из-за большой температуры помещения. И тут 2 способа. Это либо открывать окно, либо как-то это сделать, чтобы само по себе это существовало и жило своей жизнью. И мы поставили бризер на определенную температуру. Когда повышается температура в помещении свыше, так скажем, определенной нормы, в зимний период времени или осенний-весенний, когда уже прохладно, он просто-навсего холодный воздух закидывает с улицы, тем самым регулирует температуру в помещении, протягивая мимо котлов, и уходит в вентиляцию. Тем самым в ошибку не уходят котлы при работе. Это очень тонкая штука, которую вообще нужно предусмотреть, потому что часто я слышал о том, что вот они выходят из строя, люди уже ничего не могут сделать. Открывают постоянно окна, пытаются выровнять температуру в этом помещении. То есть мы предусмотрели. Уже одну зиму, точнее 2 уже мы пережили, 2 зимы. Первую зиму у нас еще не было, в этой зимой он себя отлично показал. Нужно предусмотреть обязательно такие вещи. Вообще есть, короче, типа понятия, понятно, есть отделок. То есть уровень качества отделок. Вот здесь 4К. Кто знает, что это такое, напишите, но я расскажу вам. Это, короче, вот лакшери, то есть вот Mercedes, есть Maybach, есть, короче, Ferrari там и так далее. Это вот уровень Ferrari. То есть, чтобы вывести все уголки вот таким образом, чтобы можно практически палец порезать. Если резко вы сейчас проведете, любой из вас палец разрежет. То есть, вот этот уголок, его нужно просто вытащить. И вот ребята, они здесь над каждым вот этим погонным метром. Сколько уходит времени на погонный метр? Много. Ну, сколько? Ну, там, час, 30 минут, 20 минут. Ну, часик, наверное. Час. То есть вот каждый уголок, который вот на метр, и уходит час. Ну и возьмете среднюю там зарплату там маляра 5-8 тысяч рублей в день, поделите просто на все, ну, сколько он может сделать. Вот каждый погонаж можно высчитать в деньгах, сколько вот он будет стоить. Вот и все. То есть и тут такого погонажа, здесь внутренние углы, все двери примыкания к вертикальным световым элементам, вот эти, которые помонтированы. То есть здесь все это проходить, каждый уголок подтачивать, в общем-то, это все скрупулезно и долго. И если вам такая нужна отделка, то кто вам маляры говорят о том, что средняя там работа будет занимать 4 месяца, допустим, да, на каком-то доме, то такая будет 6-8. Ну, то есть практически в 2 раза больше.
зависит от декоративных элементов, насколько они будут здесь напичканы. Любой телефон вы возьмете и подсветите или такой лампой. Вот есть отделку сделать, и будут ровно стены. Но есть, короче, прибор, он лампа лосью называется. Вы ее поставите, стена будет кривая. Всегда. То есть она блик там, вот если точка просто иголкой вы сделаете, точку от иголки, ее сразу вы найдете под ней. А здесь сделано таким образом, что здесь ничего на стенах нет. Вот мы сейчас возьмем. Слушай, давай покажем лампу лосью. В общем-то, суть, у нас есть лампа, вон та, да, но ее нужно просто показать. А есть лампа лосью. И вот сейчас Дима расскажет все нюансы, значит, про эту лампу. Вот, то есть. Нюанс самый главный заключается в том, что здесь очень угол рассвета узкий у линзы, примерно 4,5, от 4,5 до 7 градусов, в зависимости от погрешности производства. Что дает нам на выходе очень сильный проявочный свет, который подчеркивает любые малейшие изъяны, которые есть на поверхности, чтобы по итогу в дальнейшем при любом освещении мы получили результат хороший, чтобы у нас свет из окна продольный не выявил никакие неровности, полутени после покраски, либо после нанесения декоративных покрытий. То есть все готовится под эту лампу в круг. То есть прокачан готов. Это, то есть если здесь есть, то какие-то пыль незначительная осталась. И все, в остальном все это готовится под эту лампу. Чтобы получить такой результат, то есть до обычных стандартных 3 слоев недостаточно. То есть это порядка около 4-5 слоев. Вот. И какими шпатлевками... Ну, слоев шпатлевки имеется в виду. Да, и, естественно, с промежуточными шлифовками. Материалы для такого результата все не подходят. Нужны шпатлевки с повышенной плотностью известных брендов. И полимерные. И на основе, наверное, керамики. То есть... Ну, пару, можно сказать, какие подходят. Подходит Семин, подходит Терека. Вот. У Семина даже целая линейка есть. Подходит несколько видов для такого результата. Подходит под шпатлевка 3 в 1, либо, как здесь, финишная, вот, классик. Есть конкуренты в виде Терека, тоже можно работать с ними и добиваться такого результата. Ну и, собственно, все потолки, то же самое у нас сделано, все под эту же лампу, то есть не под обычную, а под эту же лампу. То есть все полностью у нас, все сделано, все стены. Вот у нас как раз балкон, мы когда снимали про кондиционеры, я сказал то, что блоки стоят, они стоят на вот этом балконе. И, соответственно, это же тоже балкон, как и предыдущий, на котором мы на большом были, там тоже стоит решетка, потому что может также снег туда попасть. И здесь у нас нигде ливневок вы не видите, и у нас она уходит в гараж, в стене несущий проходит, выходит на пол и уходит уже в дренаж, где, да, в гараже, да, и потом уже только в баке. Это все нужно планировать, то есть это нужно знать, во-первых, для того, чтобы все это сделать. Многие не учитывают это и даже не представляют в своей голове, что так должно быть, потому что кирпич выложить, да, шов там 8 или сантиметр, 8 миллиметров либо сантиметр, ну все это знают, то есть это все на каждом доме. А вот эти все тонкости, от чего и зависит, так скажем, хороший продукт, да, дом непосредственно, чтобы меньше в него влазить, меньше ремонтировать, вот зависит от этих всех мелочей. Там вот входные группы, чтобы автоматически включались подсветки. Ворота открываются, автоматически зажигается свет. Вы проходите сюда, зажигается освещение уличная. Последние там 3-4 года 99% таких заказчиков. Мы по умолчанию это уже делаем. Исходя из этого, у нас самые дорогие сметы получаются не потому, что мы самые дорогие, а просто мы все считаем. А другие прорабы, не знаю, организации строительные, кто угодно, они в это не вникают и, в принципе, даже об этом не говорят, умалчивают даже зачастую, для того, чтобы просто отыграть по цене. Вот и все. Но, как правило, заказчики все равно те же деньги платят, либо больше. И, скорее, те прорабы, они еще тренируются, мы уже потренировались давно. Многие архитекторы думают о том, что если разные фундаменты, что-то трескается, лопается, рвется, ну, это от безграмотности, то есть не знают, как эти стыки просто-навсего соединить, оптимизировать. Нету насмотренности, нет у них таких объектов. Кто сталкивался с этим и знает, как правильно все это сделать, собственно, это просто берут и делают. Самое часто распространенное, то есть вопрос такой, если вот разные фундаменты, что якобы что-то потянет, что-то сломается. Подготовка, то что это означает? Есть фундамент сам, а есть подготовка. Это послойность песков, там щебенки, у кого, у всех разные геологические изыскания, в общем-то,
основания, вот у нас здесь вот, например, пески в основном песок везде. То есть мы добиваемся коэффициента 0,98 уплотнения песка, и после чего мы уже монтируем там плиту или там другой какой-либо фундамент. Тем самым мы избегаем вот всех этих усадок. Если плотность, коэффициент уплотнения песка он будет меньше, значит, соответственно, повышается риск именно просадки фундамента, изменения там, ну, всевозможные какие-то изменения по фундаменту. А сама основание, вот именно песка, подошва, так скажем, под фундамент, она влияет на 70%, а оставшиеся 30% это только выбор фундамента. Вот так вот. Поэтому многие думают, что о том, что они сейчас сделают побольше сечения там каких-то лент, но если под лентой вы не уплотнили песок до определенного коэффициента, эта лента просто сядет, и какая бы она ни была, она лопнет. Вот и все. То есть это миф о том, что надо ленту сделать побольше, пошире, еще что-то. Если основание, еще раз говорю, если основание у вас плохое, на которое вы монтируете, вы там 90 килограмм трамбовкой прошли, то 99% лопнет где-то фундамент, либо сядет. Вот и все. Ну вот есть, вот опять, вот требования есть заказчика, мы, как говорится, его исполняем. То есть у нас есть, ну, при любой террасной доске есть у нас такие вот щели. Вот такие вот щели. Заказчик вот максимально просит, чтобы мы их убрали, но любая террасная доска, любая, запомните, она имеет расширение и сужение. Вот попробуем мы там несколько миллиметров сейчас соединить, это просто требование заказчика, он хочет. Ну, мы ему сказали, что не знаем, получится или нет. Он говорит, ну вы сделаете, а там получится, не получится. Вот поэтому мы сейчас здесь чуть-чуть меняем. В зависимости от температурного режима нужно монтировать доску с разным компенсационным зазором. То есть летом, соответственно, ее нужно делать ближе к себе, ставить буквально там 2-3 миллиметра. Опять у каждого производителя есть, так скажем, техничка, в которой написано, сколько там, 2, 3, 5 при температурах. И если мы берем там плюс 5 температуру, то, соответственно, мы должны побольше этот зазор выставить между террасной доской, для того, чтобы в летний период она, ну, сходилась и друг на друга не наезжала. То есть это обязательно нужно сделать. Чем длиннее ламель, тем она сильнее расширяется. Значит, у нас есть техническое такое, значит, здание небольшое. Первая дверь у нас для рабочего персонала. Здесь будет кухня, санузел с душевой, кладовка и небольшая зона отдыха. Вот, это первое помещение. Сейчас мы используем здесь как кабинет, так скажем, рабочий. Вот. Вторая у нас зона идет, это больше как под склад. То есть будет уличная мебель, в общем-то какие-то приколюшки всякие уличные, которые нужно будет непосредственно заносить сюда. Также здесь расположена коллекторная группа. И силовой провод, который у нас заходит, питается сначала на дом, он заходит в это хозпомещение. То есть отсюда идут автоматы уже на дом. Почему мы сюда изначально завели, а не в дом? Ну, во-первых, здесь просто вводной автомат, он как бы повышенный. И здесь система пожаротушения стоит. То есть отсюда уходит, после чего на дом. Ну, хотя там пакеты тоже стоят. В каждом щитке стоят блоки, которые при пожаре, они взрываются и тушат полностью весь огонь, который возник. И на крыше тоже. То есть у нас вся водосточная система, вот есть крюки, а есть вот такие вот пластиковые вот торчат штучки. Это там тоже провода с подогревом идут. Все водостоки, они тоже с подогревом, чтобы никакие карнизы, ничего не перемерзало, сосульки не нависали нигде. Все это с подогревом. И все станции стоят, метеостанции, они стоят на чердаке. Чердак, соответственно, у нас самый пожароопасный. Там деревяшки у нас, стропильная система, все. И там специально негорючий ящик стоит. Может, туда сейчас не полезем, там сложновато добраться. Но стоит ящик, поверьте на слово. Стоит ящик, в котором заходит все питание, и там уже стоит самая крутая система пожаротушения, которая, в принципе, существует. Ну и здесь на доме там самая хорошая. То есть она всю крышу полностью распыляет. То есть там возгорание, для того, чтобы эта крыша загорелась, нужно умышленно его поджигать долгое время, и вряд ли тоже получится.
Ну и третье помещение. Здесь у нас стоит генератор. Тоже необычный способ у нас вывод именно трубы. В основном эти генераторы ставятся либо на улице, либо они ставятся в помещении, но выходит труба выхлопная, ну, куда-то в бок. У нас в данном случае, чтобы нигде не портить фасады, здесь ни в коем случае, у нас сделано на крыше. То есть есть общая труба, как вот на доме везде. Также выходит труба от генератора. Генератор у нас с ВР, то есть плюс еще с батареей. Что это дает? При выключении полностью всего электричества даже не моргает напряжение света в доме. Сначала у нас срабатывают аккумуляторы, после чего срабатывает АВР на генераторе, заводится генератор, и мы спокойно можем здесь трое суток жить полноценно. В общем-то, генератор выдает у нас на 20 киловатт. Обычные дома ставятся и допустимо 15 киловатт вообще по электрике. Здесь для того, чтобы запитать все системы на доме, чтобы все это работало, функционировало, у нас кабель на 80 киловатт лежит. То есть, ну, это сопоставим там образно там с 6, там, с 5 домами по 200 квадратных метров там образно. То есть, для того, чтобы запитать, здесь электропотребление огромное, особенно по всем подогревам, которые имеются. Там и входные группы, мы вот их там пропустили, пробежали. И входная группа подогревается. То есть все это можно сделать, чтобы автоматически работало. Но можно также и с клавиш, то есть включается все. И также здесь система полива. У нас здесь стоят баки. Сейчас еще здесь и ребята переодеваются. И баки стоят, так скажем, некрасивые. В дальнейшем все это еще обошьется. Но сейчас функционирует, уже работает в таком образе. Значит, у нас что есть? Здесь несколько вентиляций приточных. Вот она конкретно раз. И вот она два. Для чего это нужно? Во-первых, у нас здесь есть электричество, есть вода. Баки могут конденсировать, хоть мы их специальным утеплителем напылили, для того, чтобы они минимально конденсировали при наливании воды холодной. В летний период времени здесь достаточно будет жарко, они могут конденсировать, будут какие-то лужи, в общем-то сырость, плесень и все, что с этим связано. Мы их утеплили, плюс поставили приточная, значит, вентиляция. Она работает как для генератора, так и для того, чтобы здесь не было никакой плесени. Срабатывает все это автоматически. Выглядит это все как на производстве, но тут, соответственно, уже у нас не внутри помещения, да, там дома, а здесь рабочая такая обстановка, уже розетки все накладные, водозащищенные стоят. В общем-то, кабели, которые у нас идут, уже накладные. Тут немножко попроще. Вот, это щиток непосредственно на работу самого генератора. Помещения все теплые, то есть они все отапливаются из дома. Два котла, которых вы видели, это как раз отапливают весь дом. И, соответственно, вот это хозпомещение. Под землей проходит горячая вода, проходит отопление, все в подземке и заходит непосредственно в это помещение и отапливается. Не нужно питать каких-то иллюзий, что дом это дешево. Дом на самом деле это достаточно дорого. Дешево он может стоить ровно тогда, когда он недостроенный, недоделанный, что-то не учтено. Либо же вы будете просто всю жизнь его строить. Если рассматриваете хорошее капитальное жилье, то оно стоит дорого. Дорого не потому, что мы так и считаем, а потому что стоимость материалов сейчас и услуг и работ достаточно дорого все это стоит. Повторюсь, что ориентировочная стоимость сейчас дома до 400 квадратных метров, если мы дом берем, то до предчистовой отделки это 120-150 тысяч рублей квадратный метр. То есть ниже это уже не готовый продукт, да, ниже стоимость. Его можно построить за 90, но там не будет каких-то террас определенных, не будет утепления цокольной части, каких-то видов работ просто на себя не будут отсутствовать. Дом-то он будет стоять, также будет кирпич, облицовка, окна, все у вас будет стоять. Но всех вот этих неучтенных моментов, дренажей всех, то есть если все это добавить, то как ни крути, 120-150. Почему разброс такой именно в 30 тысяч квадратных метров? Ну, кто-то себе может позволить кирпич за 80 рублей, кто-то, может быть, за 300, а может быть и за 500. Облицовочный кирпич. Кто-то строит из газосиликата, кто-то из керамического блока, кто-то из 38-го крупноформатного керамического блока, кто-то из 44-го, как этот дом построен. Кто-то может себе позволить финскую черепицу, там, Катепал, мягкая, Аквасистем.
водосточной системы, кто-то попроще. Исходя из этого и калибруется стоимость самого жилья. Что вы сделаете, поставите там аквасистем, водосточную систему, что вы поставите дёки, что вы поставите металл-профиль, а одинаковая стоимость этого монтажа. Решает только наценка, так скажем, стоимость дома каких-то элементов конструктивных. В данном случае, например, карниз, он сделан из штукатурки и, значит, софитами. У кого-то он просто будет софитами, он будет в несколько раз дешевле. То есть, если вы берете какую-то красивую архитектуру, то он просто, не может дешево стоить, потому что на каждый вид работы это отдельные бригады, которые нужно подбирать по качеству. Дом должен соответствовать и рабочим, которые должны работать на этом доме. Потому что если вы строите большое какое-то себе жилье, тем самым вы пытаетесь найти самую себе дешевых специалистов, то, как правило, результат, который вы видите, вы его никогда не добьетесь. То есть должна быть какая-то золотая середина. Не самые дорогие специалисты, но и не самые дешевые, то есть усредненные. И, конечно же, нужно просто выбирать, смотреть, какие виды работ ребята до этого делали, какие технологии и вообще, в принципе, с какими производителями работают. Потому что зачастую, вот как мы общались с малярами, многие маляры даже и не знают таких производителей, которых они назвали, потому что они достаточно узкоспециализированные, так скажем, под качество определенной отделки. Кто качество такое не делает, они просто эти материалы не знают, потому что свои объекты не покупают, потому что заказчики не готовы просто на все приобрести за эти деньги себе эти материалы, потому что их отделка не соответствует материалам и, собственно, специалистов, которые у них работают. Что самое главное? Я сказал, наличие денег просто первоочередное. То есть многие, я могу несколько домов вон там показать, которые стоят уже по 3 года. Просто по одной причине, что им сказали одну стоимость, а у них денег нет достроить. Вот и все. Продаются эти дома там по 70 миллионов. Зачастую 90% всех заказчиков, которые к нам приходят, мы им говорим, слушай, это будет стоить 50 миллионов рублей. Он говорит, да ну нет, это дорого. И я их просто не слышу, не вижу по несколько месяцев. Они гуляют, ходят и потом возвращаются и говорят, слушай, все нам говорили дешевле, но у них нету ни одного дома такого, как вот ты нам показывал. Они говорят, ну да, мы там 5 миллионов рублей готов я там переплатить тебе просто потому, что ты делаешь. А мы их, почему считаем у нас дороже? Потому что каждый из этапов, уже он пройден неоднократно. И вот если мы сейчас проедем, у нас сейчас мы строим параллельно 8 домов. Вот сейчас можно на любую стройку заехать и уровень посмотреть вообще. То есть мы 15 числа начали один дом, мы уже кладку заканчиваем. 15 того месяца. Ровно месяц. Это сделано все ландшафтные работы, то есть поднятие участка, канализации, дренажи, фундамент и коробка построена. То есть, понимаешь, и выработано на этом доме ровно 18 миллионов, а за 1 месяц. То есть люди должны быть готовы к этому, просто к такому потоку денег, потому что многие деньги, они накопили 50 миллионов, и они не всегда готовы расстаться с ними так быстро. Если только не своровал. Поэтому либо у кого-то лежит 100, а дом, говорит, там 50. И он готов расстаться с этим, потому что у него еще есть. Кстати, кому мы сейчас некоторым строим, они 2 года, 2 года они копили, чтобы на наши услуги, чтобы, мы построили дом. Но у них хороший дом на 1,5 гектара земли. Вот здесь, чтобы вы понимали, тут 40 соток. То есть там участок в 4 раза больше. Там озеро будет. Там вообще лакшери дом. Дом, на самом деле, там небольшой. Сам по себе, то есть он 300 квадратных метров. Но там кирпич гораздо дороже, там окна дороже, то есть он в лесу полностью весь. То есть он один-единственный дом, в округе там в 100 метрах никого даже нету. Допустим, вот у меня есть 50 миллионов. Если ты мне скажешь, дом стоит 50 миллионов, реально уложусь ли я в полтинник? Или придется докидывать там в процессе? Вот реально... Да, от многих факторов все это зависит. Первый фактор какой? Как оплачиваться будут материалы, то есть они будут прям сразу оплачиваться или в течение полугода, стройки. Это первое, можно на подорожание попасть. А во-вторых, аппетит растет во время еды у каждого заказчика. То есть это у каждого, кто бы что бы ни говорил, я там буду это. Если мы берем дома 300 квадратных метров и более, 250, все. То есть люди строят для себя, под себя,
со всеми штучками. И, как правило, когда они только видят картинку дома, как он строится, они пробуждаются, так скажем, и они вот хотят вот так, уезжают отдыхать куда-то там, не знаю, в Италию, в Испанию, куда угодно. Какие-то идеи привозят оттуда и говорят, мы вот хотим вот так, мы вот видели вот так. У друзей были в Москве, видели то-то, то-то, то-то. И, получается, идет дополнение. Поэтому желательно, если у тебя есть 50, строить дом за 35. Вот тогда за 50 реально построить. Вот и все. Потому что невозможно, если ты говоришь 50, за 50 никогда невозможно. Не потому, что мы там дороже станем, там. Потому что есть течение обстоятельств. Во-первых, ну просто может стоимость подорожать, да, работы в течение года, раз. То есть все мы люди абсолютно. Есть каждый монтажники. То есть есть повышение ценника. Если есть стоимость работы сегодня 50 рублей, завтра 55, к заказчику мы подходим и объясняем, аргументируем, послушай, все в жизни как бы дорожает. Вот есть расценки городские, от них, соответственно, цена сейчас чуть приподнялась. И кто нам говорит, послушай, мы с тобой договорились о таком, о таком, о таком. Ну, на таких домах мы не берем со стороны кого-либо на строительство этих домов. Монтажники должны нам доверять, мы должны им. Соответственно, все это взаимосвязки вместе с заказчиком. И, как правило, заказчик говорит, слушай, меня устраивает, как работаете, вы меня все устраивает, ну, сколько я там переплачу, мы говорим, допустим, там, с дома, ну, я условно сейчас цифру говорю, там, 100 тысяч рублей. И он уже сам расценивает, готов он расстаться или не готов. Даже если он скажет, я не буду платить, но, скорее всего, произойдет так. Мы до какой-то стадии доходим, если реально был скачок какой-то цены, и заказчик нам с нами дальше не хочет работать, или просто мы говорим, послушай, вот есть расценки, они поднялись. Если он говорит, я не готов вам платить, мы завершаем до какого-то этапа и с заказчиком просто на все расстаемся по договору. Вот и все. То есть сейчас нереально о чем-то договориться. Конкретно о материалах. Сегодня металл стоит 60 тысяч, завтра он 66. Это реалии жизни сегодняшней. Если бы была бы максимально стабильная какая-то система у нас в стране в целом, то тогда можно было бы говорить, что этот дом стоит 50 миллионов, как изначально был поставлен вопрос. А поскольку все у нас плавает, мы никаких гарантий не можем дать. То есть это нереально. Про оптимизацию мы подробно расскажем в следующем ролике. Поэтому подписывайтесь на канал.